В легендарном фильме «Белое солнце пустыни» товарищ Сухов идет по пустыне в ботинках. Но над ними можно увидеть полосы ткани до самых колен. Это обмотки. Их носили солдаты самых разных армий мира вплоть до 20 века. Но зачем они были нужны? Какую роль играли обмотки? Потомки Анучи. Обмотки предназначались для ношения вместе с ботинками. Говоря современным языком, они играли роль гольфов. Аналог для ношения с сапогами назывался портянками. Предком и тех, и других считают анучи. Они появились еще в глубокой древности у финно-угорских и славянских племен. Под лапти крестьяне особым образом наматывали полоску льняной или шерстяной ткани в качестве носков. Полоса обвивалась вокруг лодыжки и закреплялась под коленом. В армии такой прием первыми использовали британские солдаты. Они увидели, как полосы ткани обматывают вокруг ног горцы в Гималаях. Постепенно портянки и обмотки стали нормой для пехоты во всех странах. Портянки продержались дольше. Например, в Финляндии их упразднили в 1990-е годы, а на постсоветском пространстве только в начале 21 века. Солдатский навык. Портянки защищали ноги солдата в сапогах. Грубая обувь быстро приводила к износу носков. Они протирались и рвались. Да, носки пришлось бы делать высокими, иначе голенище травмировало кожу лодыжки. Ткань же наматывалась во много слоев, что защищало ногу от мозолей и потертостей. С портянками было теплее. Их легче постирать. Не нужно было различать левую и правую, а также учитывать размер ноги солдата. Скатку, свернутую портянку или обмотку можно было выдать любому, они были универсальны. Недостаток был только один — наматывать портянку или обмотку нужно было определенным образом. Это превратилось в особое солдатское искусство, передававшееся из поколения в поколение. Неправильно намотанная ткань вела к травмам. С портянкой все ясно, она защищала ногу в сапоге и служила дольше носков. Но зачем нужна была обмотка над ботинком? Солдатская экономика. С одной стороны, у обмотки была та же функция — замена носок. Последние на марше выходили бы из строя моментально из-за трения о грубую кожу ботинок. Делать обувь более комфортной не имело смысла, она не выдержала бы больших солдатских нагрузок. Если носок протерся бы, то на марше неизбежно пострадают ноги. Солдат не сможет двигаться в общем темпе. Обмотка решала эту проблему. Полоса ткани шириной 10 см и длиной в 2,5 метра тщательно наматывалась на стопу. Летом она могла быть хлопчатой, льняной или конопляной. Зимой — шерстяная. Обмотка за счет своей многослойности защищала ногу под ботинком. Но ее наматывали до колена. Причин было несколько. Обмотка закрепляла край брюк. А значит, икры солдата были защищены от того, чтобы под брюки попал песок, насекомые или край одежды зацепился за что-либо. Многослойная ткань обладала хорошей способностью к терморегуляции. Зимой она согревала икры, а летом вентилировалась. Поэтому в ботинках чаще оказывалось комфортнее и легче, чем в сапогах, в которых ноги прели. А еще правильная намотка до колена позволяла ткани держаться надежнее и не сползать, ведь край закреплялся уже над икрой в более узком месте. Кроме того, армейские интенданты выяснили, что обеспечивать солдат ботинками и обмотками экономичнее, чем более дорогими сапогами и более широкими портянками. На многих фотографиях времен Первой и даже Второй мировых войн запечатлены солдаты, ноги которых почти до колен скрыты под слоем бинтов. Это так называемые обмотки. Обмотки входили в обмундирование не только отечественных военных, но и служащих некоторых других государств. Какова же была их функция? Анучи. На самом деле прообразами обмоток пользовались еще жители Древней Руси. Только тогда они назывались анучи. Согласно толковому словарю Сергея Ожегова, анучи представляли собой длинные широкие полосы ткани, которые русские наматывали на ноги перед тем, как обуться в лапти. Нередко такими своеобразными бинтами обматывали не только голень, но и стопу. Таким образом, изначально анучи выполняли функцию портянок, чулок, носков. Как пишет Изабелла Шенгина в энциклопедическом словаре «Русский традиционный быт», летом анучи зачастую вообще заменяли обувь. Для того, чтобы придать некоторую твердость подошве, ткань смазывали дегтем. Анучи предохраняли ноги от повреждений, укусов насекомых, а женщин — от тяжелой юбки, панёвы, которая больно обивала икры. Мария Сабурова в своей книге «Древнерусский костюм» утверждает, что анучи на Руси носили потому, что сапоги с высокими голенищами были доступны только очень богатым людям. Возвращение обмоток.
Постепенно с развитием производства сапоги изрядно подешевели, и анучи утратили свою актуальность. Однако в начале XX века обмотки вернулись не только в жизнь мирных жителей, но и в жизнь военных. Дело в том, что, как утверждает Галина Шалаева и другие авторы книги «Кто есть кто в мире открытий и изобретений», в связи с участившимися в это время военными конфликтами солдатские сапоги снова стали дорогим удовольствием. А изготовление коротких ботинок, на которые требовалось меньше материала, было менее затратным. И именно поэтому обмотки снова появились на ногах военнослужащих, причем как советских, так и английских, и французских, и даже немецких. Нужду тогда испытывали многие страны. Основные функции. Таким образом, обмотки в первую очередь выступали в заменителем длинных голенищ сапог, которых в годы войны катастрофически не хватало. Следовательно, намотанные на ноги полосы ткани выполняли ту же функцию, то есть защищали ноги от холода, ссадин, порезов, укусов насекомых и иных воздействий. Это подтверждает и Джонатан Норт на страницах своей книги «Солдаты Первой мировой войны. Униформа, знаки различия, снаряжение и вооружение». Кроме того, по мнению Олега Смыслова, автора книги «Окопная правда войны», ботинки с обмотками оказались гораздо удобней на длинных маршах пехоты, потому что попросту были легче. И это неудивительно, сапог с налипшей на него грязью и глиной порой трудно было даже оторвать от земли. Обувь для солдата имеет не меньшее значение, чем вся остальная амуниция и питание. Представьте себе голодную и разутую армию, вряд ли это армия победителей. А если она сыта и хорошо обута, это уже заявка на великие свершения. Первыми, кто обул армию во что-то, очень похожее на современные сапоги, стали римляне. Они обули своих солдат в коллиге, коллигей, сапог. Обувка на толстой кожаной подошве помогла римским легионам завоевать полмира. Время вносило свои изменения в форму римских коллиг, и они быстро превратились в разные виды сапог, в которых было удобно сидеть верхом на лошади и совершать длительные пешие походы. К концу XVIII века почти во всех армиях мира основной обувью вооруженных сил стали сапоги. И если в России предпочтение отдавали ботфортам и полусапожкам из мягкой кожи, которые пришли на смену пехотным башмакам с пряжками, то в Европе завоевали популярность гессенские сапоги. Эти сапоги на низком каблуке и со скругленным носом закрывали ногу почти до колена и были очень удобными для повседневной носки. Постепенно с развитием производства сапоги стали дешеветь, они становились более доступными, и анучи стали отходить на второй план. Правда, в далеких от цивилизации краях анучи еще долго были основной обувью крестьян. Вновь об обмотках вспомнили в начале XX века. Участившиеся военные конфликты и рост численности армий способствовали тому, что солдатские сапоги вновь стали дорожать. Альтернативой для них стали короткие ботинки, для производства которых требовалось меньше материала, и оно было менее затратным. То, что мы с вами понимаем под обмотками, а именно обматывание ноги длинными и узкими полосками ткани для лучшей фиксации и защиты, стали практиковать солдаты британской Ост-Индской компании уже во второй половине XVIII века. Именно они назвали это действие обмоткой, а переняли его у жителей Гималаев, бесстрашных и непобедимых гуркхов. Мы недавно рассказывали, как этих непобедимых воинов с легкостью победили русские солдаты при защите Севастополя в 1855 году в статье «Отвага против бесстрашия», как русские не сдали бастион гуркхам. Но вернемся к обуви. Британцы решили, что это будет качественным и недорогим заменителем сапог. Дальше можно говорить о победном шествии обмоток по другим армиям мира, вплоть до русской и советской. В японской армии обмотки так и оставались основной обувью вплоть до 1945 года. Но все-таки надо признаться и констатировать, что других преимуществ у обмоток, кроме легкодоступности и дешевизны, и не найти. Даже не очень просвещенные читатели знают, что фронт — это не самое гигиеническое место. Грязные обмотки приводили к разным кожным заболеваниям, а из-за жесткой фиксации кровоток в ногах нарушался. Многие солдаты страдали от варикозного расширения вен, затянутые лентами ноги отекали и к концу дня превращались в онемевшие колоды. Обмотки слабо защищали от механических повреждений, а от ледяной воды и подавно. Но вот автор книги «Окопная правда войны» Олег Смыслов пишет, что ботинки с обмотками оказывались удобней на длинных маршах пехоты. Они были намного легче, чем сапоги с налипшей грязью, которые иногда даже оторвать от земли было невозможно. Все познается в сравнении. Мне не удалось поносить ботинки с обмотками, когда я пришел служить.
для солдат были предназначены традиционные кирзачи, а ботинки можно было носить только в увольнении и только с носками, без всяких обмоток. И еще одно наблюдение. Ботинки с обмотками за 45 секунд не наденешь, а в современной войне сэкономленные минуты могут спасти целую армию. Русского солдата представить без сапог практически невозможно. Здесь еще в воду подливают разные доброжелатели от истории, когда начинают говорить о якобы агрессии русской армии, о растоптанных русским сапожищем европейских землях. Да, русские сапоги действительно смогли потоптать улицы Парижа, Берлина, Варшавы и многих других стран. Но все забывают, что марши эти происходили не по приглашению и не за добычей. Они всегда были ответом на агрессивные, захватнические действия. Сначала к нам приходили с мечом, а потом уже наступали грустные последствия для захватчиков. Первая мировая война сместила приоритеты. Армии большинства стран успели переобуться в ботинки с обмотками. Россия смогла продержаться целый год, и солдатский сапог запросил каши. Генерал-лейтенант Николай Головин писал, что осенью 1915 года в Галиции русская пехота потеряла свои сапоги. Несколько пеших переходов по непролазной грязи привели к катастрофе. Пехота оказалась босая, и такое положение продолжалось 2 месяца. Уже в эмиграции он писал, что такого острого кризиса в снабжении обувью не было никогда. Солдаты оборачивали ноги мешками и вместо сапог в войска привозили вазы лаптей. Враг насмехался над всей русской армией. Пытаясь выйти из обувного кризиса, начали шить сапоги с укороченными голенищами. А потом и вообще пришло распоряжение выдавать ботинки с обмотками и парусиновые сапоги, то есть с голенищами из брезента. Самое интересное, что подобный опыт у русских солдат уже имелся. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов в Болгарии. Там практиковались кожаные лаптя-опанки, которые солдаты использовали в бытовых нуждах. В начале войны пехотная дивизия была переброшена в Галицию и при нехватке обуви стала делать для солдат такие опанки. В других частях стали делать подобную обувь только на кавказский манер. В 1915 году кожаные лапти были распространены по всему фронту. Понимая, что с такой проблемой самим не справиться, царское правительство обратилось за помощью к союзникам. Вместе с винтовками они запросили 3 миллиона пар сапог и 3600 пудов подошвенной кожи. Для армии даже попытались приспособить резиновые сапоги, но по гигиеническим соображениям от них все же отказались.